Не правда ли красиво? Щебечат птички. Абсолютно нету ветра. Вода, как зеркало. Закат. Я на острове. И хочу провести здесь ночь. Это канал Походный Оптимист. Да, выбрался я наконец-то на рыбалку. Борода. Да, рыбак из меня еще тот. Попробую распутать, если нет. Я даже не знаю, как здесь обрезать. Здесь аж 3 конца. С катухи идет. Походу петля вылезла. Разматывать все. Виды вокруг просто поразительные. Хотелось смотреть во все места одновременно, то есть во все стороны одновременно. И вода красивая, и острова красивые, берега все. Ну и я не упускал возможность полетать на дроне и полюбоваться всей этой грандиозной Волжской акватории с высоты птичьего полета. Какое изобилие всех протоков и островков. Представляете? Тут можно жизнь потратить на исследование всего этого, каждого кусочка этого интересного места. А, щучку куда быть? Сорвалась. Да, я отъела этот воблер. Вот точки на эхолоте это показывают мирную рыбу. А где мирная рыба, там всегда есть и хищная рыба. Вот эта щучка. В общем, солнце пошло к закату, ребята отправились домой, а я отправился на
этот необитаемый остров для того, чтобы здесь переночевать. И хочу попробовать приготовить щуку. Да, они мне отдали вот эти обе щучки, которые поймал Марат. Это будет моим ужином. Я хочу попробовать приготовить щуку на вертеле. Я еще ни разу не готовил щуку, тем более в таком месте. Я думаю, что такое место будет просто идеальное для этого. Начну с того, что поставлю палатку, раскидаю все вещи и расскажу вам про свою обновочку, про свой новый девайс. Это термобокс от фирмы Арктика. Что это такое за устройство, сейчас я вам расскажу. В общем, это что-то вроде большого термоса. Большого, прочного, легкого и герметичного термоса. Сегодня солнечный жаркий день был, я с собой брал много воды, напитков прохладительных, квас. И все это укладывал вот в такой контейнер. То есть прямое назначение его понятно, да? Сохранять холод или сохранять тепло. Тут можно носить, например, в прохладное время теплые обеды с собой. Существуют разные объемы таких контейнеров. Все многообразие, которое только можно. Большие контейнеры вообще снабжены колесиками для того, чтобы можно было их удобно переносить. То есть у меня здесь две ручки. Так вот, этот контейнер герметичный. Можно в него прямо наливать воду. Представляете, 30 литров здесь контейнер, 30 литров у вас чистой воды с собой. Ну, а главное, конечно, плюс герметичности в том, что вы можете лед заготовить заранее, засыпать пол контейнера льда и хранить в нем еду или напитки прямо как в заморозке. А сверху у него здесь прикручивается аккумулятор холода. Ну, как в любой термосумке, только здесь он предусмотрительно прикручивается и не болтается вместе с вещами. Вот, у него есть интересный клапан снизу, для того, чтобы можно было спускать воду. Да, например, если у вас засыпан лед, он потихонечку подтаивает, да, со временем. И чтобы там не образовалась лишняя влага или не булькала вода, можно сливать. Все это сделано из легкого и прочного пластика. Настолько прочного, что я вот вешу 90 килограмм, могу спокойно сидеть сверху. Да, этот же девайс можно использовать как походный столик, как походный стул, да, для рыбаков, для кемпинга, где-то спокойно сидеть на нем, либо готовить пищу и не бояться, что с ним что-то случится. Есть еще два плюса герметичности. Если вдруг продукты в нем начнут потихоньку таять со временем, то вы не намочите свой багажник, например, в котором это перевозите. Также его очень удобно использовать для сохранности рыбы. То есть, если бы сегодня я наловил рыбы побольше и не смог бы ее сегодня съесть всю на обед, да, то есть завтра мне пришлось бы везти ее домой, я бы спокойно сложил ее в этот контейнер и не беспокоился о том, что она протухнет или испортится. К тому же, по данным производителя, он держит холод больше 120 часов. Мне, кстати, еще выделили промокод для того, чтобы мои зрители могли покупать контейнеры со скидкой. Промокод «Оптимист», вы найдете его в описании, там же вы найдете ссылку на контейнер. Напомню, что контейнеры разных размеров, я думаю, что каждый для себя выберет необходимый объем. Сегодня еще первый раз буду пробовать спать на раскладной кровати. Такая вот компактная маленькая кроватка. Я у Люхи посмотрел на нее. Купил еще, чтобы зимой пойти внутрь. Вот туда на кроватке спал, а я просто на пенке. Было холодно.
Я попробую собрать. Когда-то здесь был стол. Сегодня, кстати, восходит полная луна. Я уже вижу, как она огромная пробивается сквозь листья. Буквально через минут 20, может быть 40, она зайдет над островом. Будет освещать все своим призрачным светом. Пятница 13, полнолуние. Шутка, сегодня не пятница, а понедельник. Понедельник 13 июня. И на небе полная луна. Можно приступать к разделке рыбы. Хотя, я думаю, что стоит ее только распотрошить. Ну что, рыбу я почистил,
потрошил, помыл, подвесил пока немного, чтобы она стекла, чтобы по суше была. Все готово, собственно, у меня. Стемнело быстро. Я побрызгался от комаров спреем. Вроде пока не достают особо. Их видно, что их полно, но находиться здесь комфортно. Бывает так, что они настолько доставучи, что лезут в глаза, в уши, в нос, вообще везде, от них невозможно постоянно вот так вот, вот так вот, вот так вот. А сейчас как-то так. Летают они, летают. На самом деле, может быть, просто это все после зимы. Еще так не надоели, как к концу лета. Вот, ну и когда двигаешься, как бы нормально. Сейчас буду разводить костер. Рыбку подготовлю. И можно будет приступать к готовке. Ух, я, если честно, знаете что? Пока вот сейчас готавливал лагерь, когда я вообще щуку ел, мне кажется, что это меня угощали котлетами из щуки. Но я вообще не помню вкуса, и сколько это было, 15 лет назад или даже 20. Вот это кайф. Костра реально не хватало. Давно я уже у костра не сидел так, чтобы бездельничать. Давно мечтал на самом деле, чтобы никуда не идти там десятки километров. Ничего не строить, не таскать. А покатались, половили рыбку, полюбовались природой. А сейчас под звук лягушек, трескания костра, попить свежезаваренного чая и приготовить на костре пойманную рыбку. Что у меня насморк начался. Аллергический. Каждое лето начинается на цветение непонятно чего. Я вроде нашел вот таблетки, 3-й год пью, которые помогают, но все равно полностью от всех симптомов они не избавляют. Завтра еще рано вставать никуда не надо. Буду спать хоть до 8, хоть до 9, хоть до 10 утра. Не думал то, что когда-то буду наслаждаться реально отдыхом от такого матрасного похода. Не, а что, у меня давным-давно полным-полно скопилось уже всякого туристического снаряжения. Многие вещи мне дарят постоянно на праздники, дни рождения. Присылают рекламодатели на тестирование, на рекламу. Все это копится, складывается. Большей частью, конечно, я часто пользуюсь, но вот надо выгуливать вещи. Они довольно все хорошие. Палатка, например. Не так уж часто мне пригождается. И поэтому я с удовольствием ей пользуюсь. Пока не на себе тащить, да чего бы не взять.
Итак, приготовление щуки. Мне кажется, я каждый раз, когда начинаю готовить, делаю вид, будто я какое-то обучающее видео делаю. Хотя по факту готовлю в первый раз. Собственно, с щуки стекла вся лишняя влага. Она чистенькая вся. Сейчас я ее посолю, смажу растительным маслом, чтобы у нее была хрустящая корочка. И будем насаживать. Две палочки, чтобы она не вращалась. Пока эта рыбка жарится, хочу попробовать из второй вырезать филе. А с утра засолить сегодня, а с утра пожарить на сковородке. Так, ну что. В общем, две палки разорвали хвост рыбе. И она начала скатываться с вертела. Пришлось быстро принимать решение. Я ее снял, замотал в фольгу, благо она была с собой. И кинул в угли допекаться. И вот-вот прямо через пару минут должна быть готова. Я, наверное, в нос говорю, да? Ничего не могу поделать. У кого была аллергия, знает. Пробую. Да. Получилось отлично. Не совсем тот результат, который я хотел. На вертеле не получилось. Но свежая рыба, где свежая рыба.
И щука вкусная. Я бы не сказал, что у нее какой-то супер специфичный вкус. Вкусная. Значит, скоро поеду на рыбалку. Уже один буду ловить щуку. Не заметил, как расправился с целой рыбищей. Реально щука обалденная. Нельзя на ночь так много есть, но от такой вкуснятины не откажешься. Ладно, уберу я все остатки еды, чтобы не приманить животных. На острове, конечно, их и не должно быть. По крайней мере, в большом количестве, но какая-нибудь лиса может и заплыть. Доброе утро, друзья. Поспал отлично. Время 20 минут 9. Солнце уже высоко, птички поют и слышны звуки моторных лодок. Рыбаки, наверное, уже возвращаются после рыбалки. Я все проспал, но не страшно. Сейчас я буду жарить себе на завтрак щуку, которую вчера засолил. Надо поставить чайник еще. Какая красота вокруг все-таки. Еще и комары пропались. Чай очень ароматный.
Жареная щука тоже восхитительно. Слушайте, я открыл для себя новую рыбу. Вот, да, прожить столько лет. Ну что, спасибо за уделенное мне внимание. Я очень надеюсь, что у меня получилось передать вам хотя бы частичку этого умиротворения и красоты, которая вокруг меня эти дни была. Это был канал Походный Оптимист. Кстати, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Это очень поможет мне в продвижении ролика, а это поможет увеличить нашу аудиторию, нашу большую походную компанию. Также пишите свои отзывы в комментариях, ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравится. Я тоже на все это обращаю внимание и читаю комментарии. Кстати, скоро я хочу сделать видео по типу стрима, но это будет не стрим в прямом эфире, это будет, наверное, беспрерывный кадр, как я буду читать комментарии к какому-нибудь видео. Вот прямо какое-то из видео, которое выйдет в ближайшее время, может быть, даже к этому. Сяду и в момент выхода ролика буду читать все комментарии и отвечать на них прямо на видео. А через пару дней после выхода видео сразу выйдет видео с комментариями. Я еще не знаю, когда это будет, но думаю, очень скоро. Поэтому пишите свои вопросы, комментарии. Возможно, прямо к этому видео я уже сделаю видеоответ. А может и к следующему. Если хотите поддержать канал в развитии на новую аппаратуру, бензины, съемки и прочие расходники, то это можно сделать через сервис Boosty, если вы из России, и через Patreon, если вы не житель России. В общем, ссылки все будут в описании. Там же, кстати, посмотрите, не забудьте, контейнер. Этот вот термоизоляционный, мне реально он зашел. Ну и смотрите новые выпуски. Спасибо, рыбка, кстати, вкусная была. Спасибо, Марат, за то, что тебе удалось поймать рыбку и не оставить меня сегодня вечером голодным. Пока!